С вами «Политический перископ», я Сергей Четвертной. Сегодня перископ мы будем поднимать в Финляндии. Гости нашей студии Йохан Бекман, финский политолог, и главный редактор еженедельника «Российские вести» Дмитрий Ермолаев. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос, Йохан. Как прошли выборы? Да, действительно, у нас только что совершились президентские выборы в Финляндии. И, как уже до этого все знали, ожидали, новым президентом Финляндии стал наш старый президент, который уже 6 лет был президентом Финляндии до этого, Саули Ниинистö, который сейчас 6 лет будет еще финским президентом. И это весьма, во-первых, интересный результат, потому что он получил достаточно сильный большой мандат от финнов. Это более 60% всех голосов, то есть он каким-то образом сумел объединить финский народ. И это во многом влияет на его будущее, потому что его рейтинг был очень высоким, и сейчас его, конечно, авторитет достаточно высокий. И здесь немало влиял на ситуацию тот факт, что он очень хорошие отношения с Россией именно мог до этого построить, и они вместе с российским президентом встретились, виделись, созвонились в последнее время много раз. Поэтому это очень положительная сторона, хотя, конечно, не все финны довольны с Ниинistö, когда была его предвыборная кампания. Надо понять, что есть в Финляндии мнение о том, что он некий скрытый агент военного блока НАТО, потому что Финляндия же, несмотря на то, что Финляндия не член военного блока НАТО, есть немало среди населения финнов людей, которые считают, что Ниинistö на самом деле является каким-то скрытым агентом НАТО, которые тянут НАТО в Финляндию каким-то образом. Такое мнение было достаточно распространено в средствах массовой информации в Финляндии, в социальных СМИ. Но, видимо, если смотрим на результаты выборов, тогда становится понятно, что большинство населения Финляндии эту версию не верит. То есть это, видимо, ложная версия. Самая интересная часть политики Ниинistö — это его внешняя политика, то есть его особенность его внешней политики. То есть он придумал такую схему внешней политики, 4 фундамента финской внешней политики. Это именно то, что придумал сам Саули Ниинistö. Он сейчас как раз продолжает по этой линии, развивает эту линию. Эти 4 фундамента являются: первый фундамент — это тотальная оборона Финляндии. Это особое понятие, тотальная оборона. Это и в Швеции тоже есть тотальная оборона. Это именно означает, что это самостоятельная оборона страны, то есть оборонительная политика именно суверенной, самостоятельной, независимой страны. Это раз. Во-вторых, это отношения с Евросоюзом и с другими международными организациями, в том числе с НАТО, которых Ниинistö развивает или хочет развивать успешно для финнов. А третий фундамент внешней политики Ниинistö — это Россия, именно развитие отношений с Россией, и все знают, что ему удалось и эти отношения весьма успешно развивать. А четвертый фундамент внешней политики Ниинistö — это именно другие международные организации, это Объединенные Нации, это ОБСЕ и так далее, и международное право и так далее. То есть это фундаменты его внешней политики. Так, но самое интересное, что еще напомню, что большинство финнов, то есть Финляндия не является членом военного блока НАТО и не ищет членства в этом военном блоке, потому что большинство финнов, абсолютное большинство финнов против членства Финляндии в НАТО. По результатам разных опросов можно сказать, что от 70 до 80% финского населения не поддерживает членство Финляндии в военном блоке НАТО. Поэтому достаточно интересно для меня лично, например, было именно результаты выборов, потому что... Извините, сколько процентов набрал он в первом туре?
действующий президент? Ниинистö? Да, Ниинистö. Это было, сейчас я точно не помню, это надо проверять, конечно, но, по-моему, это было приблизительно 64%. Ну, это очень серьезно. И до этого рейтинги показывали, что сначала это было до 70%. Поэтому, если раз в стране до 80% населения в данный момент не поддерживают членство Финляндии в НАТО, а оппоненты Ниинистö обвинили его о том, что он якобы какой-то скрытый агент НАТО, и это означает, что финны не верят в эту версию. То есть доверие, есть конкретное и сильное доверие финского народа к своему президенту и к его внешней политике, И также очень важно, что финны не хотят изменения. Это означает, что финны также были довольны с его политикой в течение этого 6-летнего периода, который он был уже президентом. И, кстати, в ходе этого периода были весьма важные и интересные события, то есть возвращение Крыма в состав России, например, и так далее. Поэтому здесь я очень рад, конечно, о том, что достаточно положительно развиваются сейчас отношения Финляндии с Россией, именно из-за президента Ниинистö. Но мы, конечно, видели, что не все довольны с его позицией и успехами именно Ниинистö с Россией, потому что, например, США и НАТО, конечно, недовольны, потому что они бы именно хотели, чтобы он был скрытым агентом НАТО, и что Финляндия купила бы истребители от американцев и так далее. Но и, как Дмитрий знает, накануне президентских выборов были ряд разнообразных провокаций против финского президента, и мы считаем, что это, конечно, со стороны НАТО и США именно хотели давить финского президента, потому что еще до выборов было такое интересное событие, что инцидент, что президент Ниинистö откровенно по телевидению Финляндии заявил, что он считает, что Финляндия не должна вступать в НАТО в данный момент, и он считает это ненужным. И буквально 2 дня после этого некая информационно-психологическая атака против финского президента в виде украденных совершенно секретных документов финской военной разведки, которые были в частности опубликованы в финской газете Helsingin Sanomat. И это было именно нападение против финского президента. Но там было очень интересное развитие этого дела, потому что после публикации этих документов финской военной разведки, о России, конечно, финский президент Ниинистö реагировал очень резко и четко. Он заявил, что возбуждено уголовное дело по факту госизмену против журналистов этой газеты. Да, я извиняюсь, там такая достаточно интересная судьба у этой журналистки. А нашлась она все-таки или нет? Журналистка, которая занималась публикацией в Helsingin Sanomat. Ну, там, во-первых, да, это тоже достаточно интересное развитие этого дела, потому что, во-первых, эта статья вышла в Helsingin Sanomat 16 декабря прошлого года, 2017 года, и были опубликованы отрывы от совершенно секретных документов финской военной разведки, и одновременно дали понять, что у редакции есть большое количество совершенно секретных документов, украденных финской военной разведки, в основном о России. И тот же самый день, это была еще суббота, тот же самый день президент Финляндии Ниинистö опубликовал на своем сайте в интернете официальное, очень короткое заявление о том, что возбуждено уголовное дело по факту госизмену, связано с публикацией этих материалов. И не только публикация, тоже кража, то есть передача этих совершенно секретных данных, это тоже уголовное преступление, это глава, 12 глава Финского уголовного кодекса, это государственная измена, то есть это преступления в этой области. И следующий день, 17 декабря, в воскресенье вечером, журналистка этой газеты, которая есть автором этой статьи, это было написано откровенно, ее зовут Лаура Халминен,
Она в подвале своего дома в Хельсинки попыталась уничтожить и сжечь своего компьютера и флешки. И здесь тоже было интересное развитие, то есть она, видимо, когда узнала о том, что возбуждено уголовное дело, достаточно серьезное, она решила уничтожить свой материал именно в подвале своего дома. Но там же был пожар в подвале своего дома. И поэтому вызвали пожарную, вызвали полицию. И потом полиция интересовалась, кто она и зачем она с какими-то компьютерами и флешками в подвале своего дома. И через 5 минут поняли, кто она. И вызвали еще центральную криминальную полицию и проводили обыск. Еще специальный обыск. И конфисковали у нее 19 единиц, то есть все мобильные телефоны, флешки, компьютеры и так далее. И сейчас идет расследование этого уголовного дела. То есть здесь со стороны президента Ниинистö был некий ответ сразу же, достаточно яркий ответ, потому что была открытая провокация против него. И потом сразу же, тот же самый день, он ответил, было возбуждено весьма серьезное уголовное дело, даже я думаю, что это первое уголовное дело в истории Финляндии, именно против журналистов. И это, конечно, очень серьезный удар против журналистов этой газеты Helsingin Sanomat, потому что это считается самым таким пронатовским изданием Финляндии. И несмотря на то, что среди финнов до 80% против НАТО, да, но наши СМИ, наши средства массовой информации, газеты, журналисты, я думаю, что от них до 80% за НАТО. То есть это надо понять, что у нас тоже такая проблема в стране, как везде в Европе, что все наши средства массовой информации, они крайне проамериканские, пронатовские и русофобские, конечно, к сожалению. И главное, это центр русофобии, центр этой антироссийской и пронатовской агитации, это именно как раз эта газета Helsingin Sanomat. Ну, давайте, наверное, все-таки поподробнее сфокусируемся на данном издании Helsingin Sanomat. Я бы, наверное, еще напомнил, что в одно время Helsingin Sanomat, точнее, Helsingin Sanomat входит в холдинг Sanomat, и в России она была представлена Sanomat Independent Media, насколько я помню, до 2013 года владела практически долей в 50% рынка, наверное, известных печатных изданий. Сейчас, насколько известно, они мало представлены или сменили собственника, насколько я помню, в российской юрисдикции. Тем не менее, Helsingin Sanomat представляет из себя такую пронатовскую структуру, и, наверное, Дмитрий Юрьевич более подробно готов рассказать. Знаете, как бы я все-таки выступаю за некую объективность и неангажированность журналистики, насколько это возможно. Конечно, у каждого журналиста есть свое мнение, но журналисты все-таки должны, вот я как главный редактор газеты, представлять все мнения, в общем-то, да, а не быть солдатами идеологической войны, которые, к сожалению, мы видим на примере Helsingin Sanomat, или как ее называют, Hesari. Дело в том, что эта газета всегда была рупором, идеологическим рупором тех сил, которые считали необходимым вступление Финляндии в НАТО, создание из Финляндии некого бастиона на границах с Россией, антироссийского бастиона, и представители этой газеты всегда пытались обрабатывать общественное мнение и на самом деле выступая своего рода некой квазиполитической силой. На самом деле это феномен, допустим, в регионе Восточной Балтики, к которой относятся и Финляндия, и Латвия, и Литва, и Эстония, это регион Восточной Балтики. Это феномен, когда газеты становятся политическими силами. Если мы помним, в Латвии это была до покупки газета Диена, главред которой Эллерт была мощнейшей политической фигурой, собственно говоря. И именно в свое время газета Диена
практически организовывал в свое время так называемую зонтичную революцию, которая не прошла по многим причинам, в общем-то, в Латвии в 1907 году. И вот это новый феномен, на самом деле, своего рода деградации старых политических партий и появлению вот этих мобильных отрядов на базе СМИ. Опять же, я четко хочу сказать, я всегда призывал к разности мнений, в общем-то, в средствах массовой информации. Мы видим в России, на самом деле, если смотрите «Эхо Москвы», мы все прекрасно понимаем, что все мнения, даже, в общем-то, финансируемые госкорпорациями медиаресурсов, они присутствуют, да. Но когда СМИ превращается в политический отряд, в общем-то, именно в реализацию не просто четвертой власти, СМИ — это четвертая власть моральная, это своего рода моральная оценка. А когда она становится не над политическим полем, а влезает на политическое поле и превращается в ударный отряд, это то, что мы видим с Хельсинки Саномат, это достаточно как минимум знаково, да, и люди считают себя уже освобожденными от закона, выше закона. То, что мы увидели с данной провокацией, с публикацией, в общем-то, секретов Полишинеля, совершенно всем известных, публикации документов финской военной разведки о том, что Финляндия наблюдает за Россией. Да? Ну, в общем-то, это всем всегда было известно, и никакого секрета это не представляло. Да? Так же, как не представляет никакого секрета, что НАТО гипотетически готовится к военным столкновениям, допустим, гипотетическим с Россией, а Россия с НАТО. Да? Есть некоторые вещи, которые как дважды два 4 понятны всем. Поэтому вот данная публикация имела, как Йохан уже сказал, абсолютно внутриполитическое значение. Это некая оплеуха президенту, это некая попытка показать ему свою силу, да, что мы, если вы и далее будете общаться слишком тесно с Владимиром Владимировичем, это вот месседж данной публикации, то мы еще опубликуем документы вашей финской военной разведки, которая лично вам, господин президент, подчиняется. Это де-факто угроза. Это угроза, шантаж. То есть для финского, то есть на самом деле для финского общества, которое в общем-то, правосознание которого достаточно высокое, это некая беспрецедентная вещь. На самом деле это подрыв у многих устоев, то, что мы увидели, и если это останется безнаказанным, то это будет размывание финской правовой системы, которая сложившаяся финской правовой системы, и главное правосознание. Вот. Да, кстати, я согласен, но я могу еще добавить очень интересную вещь. То есть уже в январе, после Нового года, та же самая журналистка Лаура Халминен, у которой дома-то проводили обыск и конфисковали 19 единиц, она подала полиции в суд. И она требует объявить обыск незаконным и вернут ей все конфискованные вещи. И требует, что их нельзя использовать в расследовании этой уголовной преступления госизмену. Поэтому сейчас будет еще в Финляндии в середине февраля, в Хельсинки будет судебное рассмотрение именно по поводу законности обыска в доме Халминени, по поводу статуса конфискованных предметов у нее. Поэтому здесь очень интересно сейчас это развивается, эта ситуация. Но, скорее всего, я думаю, что наоборот, это нападение против президента Ниинистö и его реакция, это в итоге повлияли достаточно положительно для него, то есть его сторону, потому что люди поняли, что он показывал какую-то решительность в этой ситуации и сразу вмешивался и очень четко.
И таким образом американцам не удалось вот эту провокацию до конца реализовать то, что они хотели. Но я уверен, что здесь повлияло, конечно, тот факт, что 2 дня до провокации Ниинистö сказал по телевидению, что он считает, что Финляндия не должна вступать в НАТО. И он считает ненужным. То есть такой шаг ненужный. И это сразу же реагировали американцы. И, ну, такая война идет информационная на территории Финляндии, то есть именно США. Но, как я уже сейчас сказал в начале нашей передачи, что это именно есть в внешней политике Ниинистö 4 фундамента, и он сейчас решительно развивает все эти фундаменты. И Финляндия всегда хотела развивать отношения не только с Россией или Советским Союзом, а также с Западом. И тогда уже в 60-х и 70-х появился очень интересный термин финляндизация. То есть это именно какое-то финское искусство внешней политики. Как Финляндия справится в таких условиях. И я считаю, что в данный момент Финляндия достаточно хорошо, весьма хорошо справится. Тем не менее, уже вновь избранному президенту Финляндии с Владимиром Владимировичем Путиным предстоит продуктивно работать 6 лет, что мы, как говорится, пожелаем успехов в этой работе. То есть, и за эти 6 лет, я так думаю, все-таки стоит действительно ожидать этих провокаций, которые сейчас периодически подготавливал Хельсинки Санамат. То есть, здесь надо отметить, что Финляндия является, пожалуй, единственным европейским государством, которое заняло нейтралитет в отношении конфликта в Донбассе, допустим, гражданской войны в Донбассе, гражданского противостояния, которое до сих пор продолжается, отказавшись криминализировать участие финских граждан в данной гражданской войне на стороне ДНР, которая есть. В ДНР есть финское военное подразделение. Граждане Финляндии принимают участие в данной гражданской войне, как в свое время были интербригады во время войны в Испании перед Второй мировой, так и здесь финские граждане, исходя из своих побуждений, исходя из своих идеологических взглядов, принимают участие, защищая Донецкую Народную Республику. Если в количестве говорить, примерно это дюжина людей, то есть это дюжина людей. Йохан, наверное, более четко отметил. Более того, есть уже создана, допустим, символика данного подразделения, есть даже единственные медали финским защитникам Донбасса, как это единственная наградная система для иностранных участников данной войны, потому что из разных стран, в том числе из Испании, воевали на стороне ДНР, но наградную свою систему есть только у финского подразделения, собственно говоря, и люди возвращаются в Финляндию, спокойно продолжают там проживать, их никто не привлекает, не пытается привлечь к какой-либо ответственности. И данный прецедент, который, в общем-то, в Европейском Союзе существует, очень сильно злит людей, которые хотели бы дальше разжигать на южном подбрюшье России в Донбассе войну, пытаться сорвать Минские соглашения. Опять же отметим, что Финляндия является четким сторонником Минских соглашений, который, в общем-то, является и Россия, которая является гарантом соблюдения наряду с ОБСЕ Минских соглашений. И поэтому, конечно же, данную спокойную финскую политику будут пытаться прибалтизировать, я бы так сказал. Да, и более того, к сожалению, украинизировать это еще хлеще. То есть у нас есть стадия прибалтизации, да, вместо того, чтобы была идея финляндизировать, в общем-то, и сависаризировать, допустим, Прибалтику, да, в общем-то, в более спокойном. А тут, наоборот, есть попытка обратно, с одной стороны, прибалтизировать и более радикальную сторону, а еще хлеще украинизировать
дестабилизировать Финляндию, превратив ее в очаг нестабильности, в общем-то, на северо-западных границах России, протяженных границах, которые сейчас являются границей мира, и не военного противостояния, никакого военного противостояния на севере нет. В общем-то, это самый спокойный, я бы так сказал, фланг взаимодействия России и НАТО, которое все-таки в этом регионе происходит, это север, благодаря спокойной финской политике неучастия в НАТО, которая как продолжается, конечно, которая находится закреплена и тем же, в общем-то, Парижским мирным договором, которая четко ограничивает функцию национальных вооруженных сил Финляндии, собственно, обороной только финской территории национальной, и не предусматривает решение каких-либо задач в рамках каких-либо союзов, в общем-то. И понятно, что данные провокации по вовлечению Финляндии в антироссийский альянс в качестве таскающей каштаны из огня для кого-либо, да, они будут продолжены именно в качестве, к сожалению, в общем-то, не субъекта, а какой-то объект, вот как мы зачастую видим, как включены в НАТО страны Прибалтики, в общем-то, да. Так что... Да, я могу еще добавить, что очень интересная тема — это отношения Финляндии с Донецкой Народной Республикой. Потому что накануне президентских выборов, накануне этих провокаций, скандалов и так далее, еще было очень важное событие. Это было открытие представительства ДНР в Финляндии. И официальное открытие. Здесь самое интересное была реакция так называемого посла Украины в Хельсинки, который, кстати, является главным нашим пиарщиком, потому что он всегда орет, кричит о том, что Финляндия должна реагировать против ДНР и так далее, но Финляндия на самом деле никогда ничего не сделала против ДНР или представительств ДНР или представителей ДНР. Финляндия на самом деле таким образом этот так называемый посол стал нашим главным пиарщиком, потому что благодаря ему все знают, что в Финляндии есть представительство ДНР. Но здесь скажу еще спасибо. было, да, может ему медаль ДНР вручить, но потому что на самом деле очень много сделал для нас, потому что он постоянно нас рекламирует везде и выступает очень глупо, и это только в нашу пользу всегда, потому что и на самом деле самое интересное, что в Хельсинки есть какое-то миниатюрное так называемое посольство Украины, а вот наши организации, то есть представительство ДНР и общество дружбы Финляндия-Новороссия, у нас намного больше людей, работают намного больше и более активно, чем эти так называемые украинские представители Финляндии. И я знаю, что нашим политикам даже стыдно с ними общаться, с этими украинскими, потому что они как-то, там какая-то пропаганда Бандеры везде, вот они выложили в Твиттере, то есть это, для нас это отвратительно просто, потому что это не конструктивный подход к этим вопросам. Но, а что касается представительства ДНР Финляндии, уже в 2016 году была зарегистрирована официальная структура, то есть юридическое лицо, называется представительский центр ДНР Финляндии. И то есть наши власти приняли такое решение зарегистрировать эту структуру. И эта структура имеет право представить интересы ДНР Финляндии и так далее. Также у нас есть зарегистрированная организация в Финляндии, Общество дружбы Финляндия-Новороссия. И тоже действует уже несколько лет эта структура, и у нас уже весьма большие мероприятия были в Финляндии, то есть семинары, конференции, публиковали книги, были разнообразные передачи по интернету и достаточно большой резонанс в финских средствах массовой информации. И самое интересное, что накануне выборов президента в декабре действительно у нас было открытие представительского центра 9
декабря 2017 года, и сразу же эти так называемые дипломаты Украины, они начали орать, кричать и требовать от финского президента, от Финляндии какие-то реакции. Санкции, реакции против пропаганды, терроризма и так далее. Но самое интересное, что никакой реакции не было никогда. То есть никто ни слова не сказал, и все спокойно действуют и работают. Поэтому здесь, тоже я считаю, что это для США, это может быть тоже некий сигнал того, что Финляндия и президент Ниинистö, в частности, как-то слишком далеко на восток, и поэтому тоже, это, я уверен, что это повлияло на ситуацию, потому что в некоторых других странах, например, Чехии, Франции и так далее, там власти уже начали реагировать на представительство ДНР, но в нашей стране им не удалось. Кстати, главное наше достижение — это туристические поездки финских туристов в ДНР. То есть мы уже организовали в 2016 году туристические поездки, то есть это обычные финны, которые туда съездили и посмотрели. А куда ездят? В Донецк? Или как? В Донецк ездят? Ну, наши туристические группы, они съездили сначала в Донецк, и потом везде. Мы были везде. То есть там на территории ДНР разные места посмотрели, и также на территории ЛНР. И потом вернулись домой. И это было очень, очень успешно, очень интересно. И потом была еще вторая поездка. Еще продолжаются, конечно, наши поездки, туристические поездки. А что касается финских добровольцев, действительно есть уже десятки финнов туда съездили. А некоторые уже вернулись, некоторые остались. А, кстати, среди туристов, финских туристов, которые съездили, там, по-моему, 2 человека даже остались. То есть они не хотели вернуться домой. Им так понравился быть в Народной Республике, что они хотели там остаться. И в Государственном университете Луганской Народной Республики открыт финский культурный центр. То есть это тоже наше достижение, и наше сотрудничество таким образом развивается. Там можно изучать финский язык и финскую культуру, там лекции экспертные и так далее. А что касается добровольцев, то есть финское законодательство никаким образом не запрещает участие финских добровольцев в чужих войн. То есть поэтому финские добровольцы туда съездили, воевали на стороне ЛНР и ДНР против украинской агрессии, и до сих пор воюют. И также есть не только на фронте с оружиями финны, а есть и на информационном фронте с клавиатурой финны, которые с разными языками, в том числе финским, английским, шведским и так далее, тоже выступают против украинской агрессии. Поэтому наши дела очень хорошо развиваются, благодаря, конечно, так называемого украинского посла, который постоянно делает большую рекламу для нас и поможет нам. Ну, может быть, тогда послу организовать премиальную поездку в ДНР? Ну, я не знаю, но мы хотели ему просто медаль вручить. Медаль? Да. ДНРовский медаль. Здорово, молодцы. Ну и все же, продолжая тему Финляндии, помимо все-таки представительства ДНР, есть достаточно интересная структура Центра по противодействию гибридных угроз в Финляндии, который открылся, насколько мне известно, в 2016 или 2017 году, по-моему, да? Что можете интересного про него рассказать? Да, действительно, НАТО уже развивает свои отношения с местными властями, в том числе нейтральных стран, с так называемыми специальными центрами экспертиза, называется по-английски Center of Excellence. Это фактически, конечно, разведывательные структуры, и для них очень важно это именно мониторинг общественного мнения. И они открыли уже в Эстонии, Латвии, Литве натовские центры. То есть в Эстонии есть центр киберобороны, в Риге есть информационный центр, называется стратегической коммуникации, но это понятно, что это их пропагандистский и разведывательный центр в Риге.
И также есть в Вильнюсе центр энергетической безопасности НАТО. И они решили в Хельсинки тоже открыть центр, называется Центр гибридных угроз. И приехали в мероприятие открытия этого центра сам председатель НАТО и также Могерини из Евросоюза. Они приехали в Хельсинки, открыли. Но поскольку большинство финнов не сторонники НАТО, это понятно, что для нас это было немножко вот так вот. Ну, конечно, мы готовы развивать отношения со всеми возможными странами, организациями, но то, что это весьма сомнительно. Также очень интересно, что приняли специальный закон об этом центре, то есть в Финляндии закон об гибридном центре противостояния гибридным угрозам. И в этом законе написано, что этот центр имеет, и все сотрудники имеют уголовно-правовой иммунитет. То есть они могут фактически заниматься чем хотят. То есть имеет дипломатический статус какой-то определенный? Но это не называется дипломатический статус, но фактически, де-факто это есть дипломатический статус, но это есть именно иммунитет уголовно-правовой, и также финская полиция не имеет права проводить там обыски или проверять помещения этого центра. То есть на самом деле никто не знает, чем они занимаются, никто не может их проверять, и никто не знает, кто там работает и так далее. Но это есть, всем понятно, что это разведывательный центр НАТО на территории Финляндии. И мы, конечно, протестуем, естественно, и мы считаем, что это не нужно нам, но, видимо, Финляндия, правительство наше хочет и таким образом как-то развивать отношения с Евросоюзом и с НАТО, и поэтому есть у нас еще такой печальный опыт. Но по поводу газеты Helsingin Sanomat я бы хотел еще сказать, что я читаю уже эту газету, уже, к сожалению, уже сколько лет, уже более 20 лет, наверное, но после того, что я переехал в Хельсинки в детстве, я, к сожалению, первый раз открыл газету Helsingin Sanomat. И я могу сказать, что такую агрессивную, антироссийскую, кровавую пропаганду я просто нигде не видел. То есть это действительно откровенная пропаганда ненависти. Еще журналисты этой газеты, они ведут себя, как Дмитрий Юрьевич сказал, что как будто у них есть тоже иммунитет уголовно-правовой. То есть они как-то пишут, что хотят именно против России, и любое вранье они могут опубликовать, и ведут, конечно, эту антироссийскую войну уже давно. Но главная задача этой газеты уже давно, это, конечно, изменить общественное мнение финнов, потому что большинство финнов выступает против НАТО. И уже 20 лет назад, то есть после распада Советского Союза, эта газета начала эту агитацию. И до сих пор эта агитация продолжается, но здесь мы уже видим, что это имеет уже противоположное влияние. То есть уже финны из-за этой агитации, они уже более крепко выступают против НАТО, против военного блока НАТО. И НАТО абсолютно нам не нужная организация, это большинство финнов согласны с этим. Но это, конечно, не означает, что финны или Финляндия, наше правительство, президент не могут развивать конструктивные отношения со всеми возможными международными организациями и со всеми нашими соседами и со всеми странами нашей планеты. То есть поэтому, естественно, Финляндия, конечно, ищет везде конструктивные результаты. Здесь необходимо еще, мне кажется, добавить, что есть подводная часть айсберга, которая тщательно скрывается. Есть большая проблема, которая тщательно скрывается сейчас финским правительством. Это краеугольный камень, это Парижский мирный договор, собственно говоря, который уже 70 лет Парижский мирный договор четко определяет военные ограничения в отношении Финляндии. И я хотел бы отметить, что он это действующая часть международного права, подписанная с многими державами, собственно говоря. Те непонятные заявления финской стороны в 90-м году о каком-то снятии каких-то там военных ограничений и выхода
из военных ограничений были, и финны это сами прекрасно знают, были проведены нелегитимно, потому что любые изменения в Парижском мирном договоре могут проводиться лишь по решению Совета Безопасности ООН, что не было сделано, да, и все попытки сейчас в прошлом году пресс-секретаря правительства вспомнить о том, что об этих непонятных заявлениях 90-го года о каком-то непонятном выходе из военных ограничений данного договора, они быстро захлебнулись, потому что само финское правительство прекрасно понимает абсурдность данных заявлений, потому что финны уважают право, международное право и не пойдут на открытое нарушение права и договорной базы своего государства, где четко прописана компетенция национальных вооруженных сил, невозможность решения задач за другие государства, в общем-то. И я считаю, что данный договор продолжит свое, он безотносительно моего мнения продолжит свое действие. И финское правительство и президент прекрасно понимает, что радикализация финской политики по пути вступления в НАТО откровенно нарушает финский договор, Парижский мирный договор, и истеблишмент это прекрасно понимает. И поэтому Финляндия занимает достаточно, в том числе осторожную, и финский истеблишмент осторожную позицию по отношению НАТО и не дает себя, в общем-то, втягивать в авантюры НАТО, хотя в 2015 году и было подписано соглашение о взаимодействии с НАТО, которое, в общем-то, нарушало Парижский мирный договор. Но дальше этого не пошло, и это, в общем-то, хорошо. Вот. И, собственно говоря, надо отметить, что любая попытка вовлечения Финляндии в альянс является переписыванием сложившейся после Второй мировой войны достаточно позитивной правовой картины на данной в Северной Европе, в общем-то, которая знаменовала переход Финляндии от достаточно авантюристических 20-х годов, 30-х годов, да, которые мы видели, в общем-то, привели к вовлечению Финляндии и в войну на стороне нацистской Германии. Но Финляндия, пройдя вот эти несколько десятков лет, сумела сформировать с Советским Союзом и с Россией достаточно прагматичные отношения, которые сейчас являются подлинно добрососедскими. Да. И что, опять же, не всем нравится. Да, я согласен. Я могу еще добавить, что есть еще один очень важный договор. Это именно договор об основаниях отношений России с Финляндией, Финляндии с Россией. Это именно договор об основаниях отношений с 1992 года. И здесь очень много интересного в этом договоре. Например, мы обязаны поддерживать в Финляндии, например, монументов российских, русских и советских. Это наша обязанность, и поэтому финны как раз именно защищают советских. Есть до сих пор в Хельсинки парк Ленина. Есть до сих пор в Финляндии разные памятники Ленину, в том числе в городе Тампере музей Ленина, один из последних в мире музеев Ленина. Есть в Турку, например, большой бюст Ленина еще стоит. И также есть несколько монументов дружбы Финляндии с Советским Союзом, они тоже везде стоят. И кроме этого, конечно, есть памятники наших императоров. Напротив Сейма стоит у вас памятник Александру. Да, у нас в старом городе Хельсинки до сих пор стоит на Сенатской площади памятник императору Александру II. И недалеко с этого памятника стоит или стояла Александру I монумент, также, который является фактически создателем Финляндии, потому что государственность Финляндии же была создана в составе Российской империи, это все финны знают прекрасно. И есть даже в Финляндии несколько монументов Александру I.
То есть это великий князь Финляндии и также наш общий император. И финны до сих пор уважают эти периоды, все периоды нашей общей истории у нас уважают. То есть и имперский период, и советский период, и ленинский период, и Ленин и так далее. То есть для нас все эти периоды важны. Но самое главное, конечно, что наша внешняя политика с Советским Союзом, с Россией после войны, это можно сказать, что это успешная и образцовая политика даже для других европейских стран. И я даже сказал, когда у меня взяли интервью американские журналисты, и они спрашивали у меня, как Трамп должен себя вести с Россией, я ответил, я сказал, что надо финляндизировать Трампа, и он должен взять пример от финнов. И, может быть, я надеюсь, эти слова передали ему, я не знаю, передали ли эти слова или нет, но я так считаю в любом случае. Поэтому у нас очень успешная была внешнеполитическая линия Paasikivi Kekkonena, имени наших известных президентов, президента Paasikivi в Финляндии послевоенных, да, и президента Кекконена, который был очень долго нашим президентом. Ему тоже удалось как раз создавать какие-то конструктивные отношения со всеми нашими финскими партнерами в Финляндии, нашего правительства, и Советским Союзом, и с другими странами, и с западными также. И поэтому сейчас продолжает эту работу наш президент Ниинистö, который получил очень какой-то мощный мандат в этих выборах. И надеемся, конечно, что будет хороший результат у него работы. Я бы еще хотел отметить, что, в общем-то, вся история за 20 века отношения Советского Союза, России с Финляндией, это история преодоления какой-то вражды, собственно говоря, когда тот же Paasikivi, в общем-то, являясь деятельным участником финского правительства во время Второй мировой и, понятно, занимавший антисоветскую сторону, и недавно найден, допустим, черновик его речи, который он должен был произнести по случаю взятия Ленинграда, да, значит, и этот человек, преодолев, в общем-то, все фобии, осознав, что необходимо строить отношения с Советским Союзом, заложил ту линию Paasikivi, которая является крайне дружественной Советскому Союзу, и получил орден Ленина потом. То есть вот надо понять, что у нас очень много исторических, наверное, претензий каких-то друг к другу и так далее. Гораздо больше, чем между Россией и Украиной, допустим. Да, гораздо больше. Но вот российско-финские, финляндские отношения и советско-финляндские отношения показывают, как можно конструктивно говорить друг с другом и преодолевать старые фобии, старые распри, и не заниматься перевоевыванием друг с другом, как зачастую занимается та же Прибалтика, да, а заниматься, находить общие точки соприкосновения в той же Европе, в том же мире, и искать выгоду для обоих наших народов, и народа России, и народа Финляндии, в общем-то, в будущем 21 веке. Ну что ж, подводя итоги, наверное, можно еще раз вновь избранному президенту Ниинистö пожелать, наверное, продуктивной работы, которая продлится, наверное, 6 лет. Ну и, наверное, мирного неба над головой, которого все мы так хотим. Я думаю, наверное, на этом все. С вами был Дмитрий Ермолаев и Йохан Бекман, Сергей Четвертной. До свидания.